Ребят, помните времена, когда в мире видеоигр был популярен жанр Battle Royale? Я вот помню и даже застал времена его становления. Так вы знаете, захотелось мне окинуть взглядом все эти некогда перспективные и популярные проекты, да сделать о них выводы, может быть даже понять, что пошло не так. Давайте же перейдем сразу к делу. Первым на очереди стоит H1Z1, который в моменте стал называться просто Z1 Battle Royale. Считаю, что это самый основной популяризатор жанра Battle Royale, примерно в том виде, в котором он есть на сегодняшний день. И даже мод PlayerUnknown's Battle Royale на Arma 3, который в будущем станет PUBG, явил себя миру на 3 месяца позже, чем H1Z1. В момент выхода Хизи, как мы видим, не имел прям такой невероятной популярности, пока в конце 2016-го, в начале 2017-го не пошел хайпик, и игра заимела баснословный успех с пиковым онлайном 150 тысяч человек. В то время игра выглядела совершенно иначе, за что и полюбилась игорькам, пока разработчики не решили переделать все в корне, так еще и на релизе в 2018 году сделать ее бесплатной. И вот сейчас мы смотрим на игру в том виде, в котором разработчики окончательно оставили ее в 2019 году. Мы с Жменей, увидев онлайн игры в 1000+ человек, не раздумывая запустили режим Duos. Но, видимо, в представлении разработчиков Duos — это бегать вдвоем с напарником по карте ожидания, потому что никто так и не зашел, кроме нас. Но отступать я не собирался, а поэтому синхронным нажатием по кнопке соло мы очутились в одном матче. Не сказать, что именно одновременное нажатие загрузило нас в одну игру, но факт налицо. К нам присоединилось еще целых 2 игрока, и отправились мы в зарубу. Смотри, какая зона малюсенькая. Тут такое быстрое падение с парашюта. В попытке перенести близлежащие вещи в инвентарь, как в PUBG, я остался без дробовика, и затем от первого попавшегося рандома умер насмерть. 0 урона. Во время следующей высадки у меня даже получилось заиметь несколько предметов, и в моменте возникло чувство, что игра не такая уж и плохая. А механика пробивания стен заставит любой все еще живой батл рояль лежать плюс сосать. Вот мы наконец отправились кошмарить последнего выжившего, который спрятался за забором. Но его это очевидно не спасет, с прорывными-то механиками разрушения. Забор и куча бревен вмиг превратились в щепки, а сам неприятель наконец удумал скончаться после сотни попаданий в него. Сука, ты ёбаный тварь! Одной в голову тебе просто... У меня крашнулась игра. Уже во время следующей каточки, где набралось 6 игроков, у меня начала возникать мысль, а в чем, собственно, эта игра хуже кривейшего пубга? Ну, максимально... Инвентарь долбоёбский, ебланский. И не то чтобы паркур, а просто отсутствие возможности выпрыгнуть в окно начали подавлять во мне все позитивные мысли об игре. За все то небольшое количество игр, что нам удалось сыграть, я нашел бронежилет лишь единожды, и только в аирдропе. Твою, блядь, сука, ебаный перепугал меня. Понятное дело, зона изначально очень маленькая из-за того, что мало игроков, но все же. А в завершении с нами приключилась целая история, где я убил, как мне казалось, АФК-человечка, который стал моим зрителем на длительное время. Но в конечном итоге, побегав в кооперации со Жменей по карте в попытке убить последнего выжившего... Ну, понятное дело. Я заметил, то, что мы вдвоем остались. Уж ты мудак, у меня же игра крашнулась. Меня забанили. Меня забанили. Чё за бред? Обалдеть. Ну все, Насичи. Поиграли. Я говорил, что нас забанят. Все верно. Нас двоих забанили за нечестную игру. Искренне могу сказать, что по всратости игра не сильно-то хуже пубга. Изменить интерфейс, добавить паркур и обновления, и это была бы такая же сосальня, как и PUBG. В общем, из плюсов. Не так уж и плохо, как мне казалось. Из минусов... Меня убивают, нахуй! Можно и лучше. И вот, даже знаете, стыдно признаться, но в моменте я ощутил некую энергетику лиминальности. Словно бы с кентавриком забрался на всеми давно забытую заброшку, где все осталось в таком же виде, когда ее все покинули. Оценка. 1,5 звезды из 5. Ничего выразительного. Играть не советую. Ну а сейчас, между слов так, между делом, хотел поблагодарить вас за отличную активность на ролике по Abiotic Factor. За ваше хорошее поведение хочу даже показать вам один занимательный момент, примерно на минуту, который не попал в видео. И вот, возвращаясь домой, я обнаружил какую-то подозрительно интересную комнату. Что за кресло такое? А, так это же Zone 51 Gravity! Теперь понятно, почему такое удобное. Умельцы наших подземных лабораторий разработали этот девайс специально для тех, кто любит проводить много времени за компьютером, играя в игры
или работая за верстаком. С невероятным комфортом. Дизайн аппаратуры выполнен с конкретным стилечком. У меня вот оно черно-зеленое, но специалисты позаботились о том, чтобы угодить каждому с их широкой линейкой цветов. Окей, компьютер, просканируй кресло. Что мы видим внутри? Пена холодного отвердевания. Я так и думал, очевидно. Именно данная технология делает посадку крайне удобной и сохраняет форму на тысячелетия вперед. Стальная рама и 2D-подлокотники идеально поддерживают верхнюю часть тела, что делает кресло максимально комфортным даже при самом долгом использовании. В креслах других брендов используется простой поролон. Вот посмотрите, пожалуйста, что это такое. Вот вам наглядная картинка для сравнения. Выводы делайте сами. Подушки под шею и под поясницу. Это вообще песня. Для старых дедов с проблемными спинами по типу меня это идеальный вариант. Спинка откидывается на 180 градусов. Но тут добавить нечего. Что мне еще рассказывать? Удобно, ё-моё. Благодаря дышащей поверхности кресла вы будете чувствовать себя комфортно и прохладно, даже в самые жаркие дни. Надежное стальное основание кресла выдерживает до 150 килограмм веса. А колесики прямо как на скейтиках. Прямо как на роликах. Мягкие и не царапают полы. Легендарный газлифт 4 класса. Самый кул, самый ход, что есть на данный момент. Обеспечивает максимально долгую работу и долговечность кресла. По моему личному промокоду на экране получайте 20% скидку на все кресла, столы и девайсы. И становитесь обладателем премиум кресла по отличной цене. Кресла Zone 51. Останься в зоне комфорта. Образно говоря. На этой ноте давайте оставим хизи и перейдем к буквально прародителю жанра. Как вы думаете, что это за игра? А точнее, режим? Minecraft Hunger Games! Oh yes! Пускай в Hunger Games и нет круга, который постепенно сужается, но основа режима заключается в том, чтобы залутать вещей и выйти живым из боевых схваток. Как невыносимо тяжело в это играть. Так а в конце еще и произойдет телепортация на арену, где игроки обязаны сразиться друг с другом. По сути, то же самое, что и финальный круг. Во времена динозавров это был один из самых популярнейших режимов. Но, как выяснилось, время не стоит на месте. Начну с того, что поиграть в Hunger Games оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Найти хоть какие-то серваки с мини-играми, где есть этот режим, стало абсолютно непосильной задачей. Единственным выходом оказался Hypixel, которого я всячески избегал. Выяснилось, что теперь это не Hunger Games, а Blitz SG. Лет 10 так уже. А избегал я Hypixel по причине сумасшедших игроков, которые всю жизнь проводят только здесь. Но по итогу даже не это окажется основной причиной, почему в это не стоит играть. Меня отхуярили алмазным топором, я улетел. И вообще, кто бы мог подумать, что в одной из самых первых мини-игр на самом популярном сервере для них будут играть невероятные задроты? Ну, я мог. Поэтому так старательно искал альтернативные сервера. Пришлось даже спросить моих любимых подписчиков в Телеграме. Но ничего дельного, как обычно, они мне не сказали. Ну что ж, придется работать с тем, что имеем. Первая же каточка показала, что здесь к чему. Попанула я. Сюда, на базу, долбоёб! Все, уходим. Я ничего не успел. Вепонайзера нашел. Да меня убивают. И ко мне беги, ебла! Да он меня толкает. Его надо Сын. Да, сын. Напарник. Сумасшедший пинг, из-за которого невозможно ударить, и пупсик с набором воин 2 звездочки. В моменте мы этого еще не поняли и продолжили играть с мыслью «не повезло». В начале второй игры мы выяснили, что можно выбрать стартовый набор, который будет выдан спустя минуту времени после начала матча. Ну это уже что-то. Всем привет, друзья! Все, сразу туда. На, держи. Смотри, команд 10, игроков 500. Держи. Лучшее дает. О, смотри, дала. Тебе выдали оружие. Недолго музыка играла, и не успев пройти и 2 минут, на нас уже выбежал злодей в зачаренном сете, с железным мечом и глазами, наполненными ненавистью. В секунду этот деятель зла разобрал нас не без помощи своего немощного напарника. После такого разгрома сказал я Евжмению: «Давай, Соляныч». Чтобы как крысы объединиться против сволочи. Так в этом Так и суть. надо. На войне знаешь, какие средства хороши? Есть. Ну вот и все. АВП. У меня для тебя есть подарок, мать твой парень. Там Стивенсон, руби его. Пойдем. На, нахуй. Залез в ключа. Давай, Ой. за мной. Да сука, застрявшая в заборе. Возьми. Смотри, удочник. Удочник. Хуй его. На, сын дерьмо. Ебать, удочку разваливает. Чё он так меня расхуивает? Но и это нам не помогло.
исключительно по причине нашей криворукости. Убежден, что окажись на нашем месте ты, дорогой зритель, все враги бы пали от твоих сокрушительных ударов в миг. Все, что происходило дальше, подпитывает фразу «раньше было лучше» и наделяет ее для меня великим смыслом и глубиной. У меня меч есть! Убил? Меня убили. Это будет моя месть! Это будет моя месть, блядь! Сука, сдохни, тварь! Основным соперником здесь является далеко не скилловость игроков, а услуга «мамина карточка», которая предоставляет возможность купить за валюту нереальные наборы с эффектом поджигания всего в радиусе 500 блоков. Ой-ой-ой-ой-ой. Дитя, пизди, помогай, пожалуйста, прошу тебя, ну помогите мне! Перемолола экскаватором. Зажала ногу, блядь, туда. Фарш. Деревянный меч, ебашу детей. Я ребенка сейчас убью. Давай, я помогаю. Он умер. Уже алмаз. Вот. Киркой, блядь. Сюда его на базу! В одном из заходов у нас даже получилось, не поверите, чудом загасить человечка, из которого выпал алмазный шлем и алмазная кирка с чаркой. Смотри, он лоу хп, что он не знает, чатик, он не знает! Как же он не осведомлен фактом своей смерти, собственно. Помоги мне! Даже не надо, мне не надо помогать, мне вообще не надо помогать! Настолько легкого PvP геймплея не было ни разу в моей жизни. Враги просто рассыпались от моих прикосновений или пытались от меня убежать. Это был единственный раз, когда у меня получилось одержать победу в современном Hunger Game. Это ли не кричащее, пердящее доказательство моих слов? Спасибо всем, кто в меня верил, друзья! Конечно, здесь можно заработать валюту, выполняя квесты, но дается за это неблагородное дело поломанная копеечка, за которую не купить и коробку спичек, не то что набор доминатора. Также можно прокачивать существующие ничтожные классы, но это такой бред, что я перейду к заключению. Короче говоря, на бумаге прикольная идея с прокачкой, но на деле все упирается в ферму денег на детях. Рад за разработчиков, расстроен смертью эпохи данного режима. Игрательный гейминг дал мне яркие эмоции, пускай недолгие и не самые положительные. Оценка в нынешнем состоянии 2 из 5. Советую самым крутым компьютерщикам зайти и обломать свое эго, пару раз умерев от нескольких тычек донатного ребенка. Вот эту суку хуярь! Беги! Я убегаю. Они меня режут! Я ливну. Чтобы ничего не досталось. Конченый придурок. Я сгорю в костре, блядь! Я не дамся! Я не дамся! Идиота, дочь. Я не дамся! Я не дамся живым! Об кактус убейся. Теперь переместимся в эпоху первой иронии над жанром Battle Royale, когда PUBG заимел невероятную популярность и все студии стали делать свои поделки в этом жанре. В моменте стало их так много, что Dark Flow Software вместе с Gaijin Network решили посмеяться с происходящего на рынке геймдева, выпустив Cuisine Royale, который поначалу был режимом для Enlisted, игрушку про Вторую мировую войну, а затем ставший полноценной игрой в 2018 году. Особенностью игрулечки была комедия, где в таком серьезном сеттинге происходит глупость. Бронечка, кухонная утварь, ружбайчики от старых до современных, сапожки-прыгоходы и так далее. Но современная версия, в которую мы поиграли, разительно отличалась от того, что было раньше. При первом же заходе игра предоставляет выбор, вернее покупку героя с дурацкими синематиками. Настолько дурацкие и всратые, что мне прям хочется показать вам их побольше. Просто викинг бегает по ВСЖ каким-то там местам. Да. Роберт Паттинсон. Как вы понимаете, каждый герой здесь имеет свою способность. Вау, это точно хорошая идея. Я взял себе The Black Bruce Lee, ожменя клоуна с голой жопой. Всегда так смешно и забавно, когда персонаж в игре голый. Лол. Подбор игроков оказался не менее забавным. За счет того, что при поиске сессии количество возможных игроков в катке сокращалось. И наконец нам удалось подключиться в игру с 6 пользователями. Конченый Shadowplay с его тупорылой обновой перекрыл мне всю информацию, но количество хеймеров в сессии плавно доросло до 12. Немного попрыгав и удивившись найденным мною сапогам прыгоходом и случайно призвав зомбарика спецспособностью, меньше чем через 2 минуты мы пали от первых встречных ворожбанщиков. В следующей сессии я полетал на джетпаке и в попытке ограбить аирдроп Валит нам типы. нас сбрила женщина, обернутая в камни.
и мужичок с пулеметом на горе. А после этого, прилично так налутавшись, Жменя вообще вылетел из интернет-пространства, и мне пришлось погибать смертью храбрых самостоятельно. Тьфу, блядь. Честно сказать, я было дело готовился сделать выводы об игре с не самой удовлетворительной оценкой. Но как бутылка алкоголя для заскучавшего в рейсе водителя грузовика, явился Новак. Он понял, что что-то здесь не так, и предложил сыграть в запрятанный среди режимов Кузин Рояль. Выяснилось, что в этом режиме игра в своем первобытном виде, а это значит, что никаких суперспособностей и никаких платных героев. Все равны перед всеми. Понял. И вот тут уже игра начала играть краской. Шучи. Собирай сет брони буквально из посуды, а это 8 слотов, и предавайся зарубам с балбесиками. Совершенно удивительная игра, в которой можно найти капельницу с пассивным хилом и при этом гонять с огромной цибарой в зубах. Туз пошел, ебать нахуй, расцибарил, блядь. И невероятно крутой механикой отображение со стороны лица, от которого играет человек. Обалдеть, то есть, когда ты включаешь вид от третьего лица, появляется бабочка. Да. Ехать, то есть это тебя и противник видит, понимает, что ты от третьего лица. О, капец, механика прикольная. Еще очень уж мне понравились расположенные по карте пулеметные доты, при помощи которых можно вмиг сбрить невнимательных балбесиков. Вот он, вот он. Красава убил. Немного привыкнув к местным законам и правилам, мы начали брать топ-1 с бровоком раз за разом. С пляжу! Вижу. Где ты его видишь? Попал. Хорош, блядь, Настя! О, вижу, вижу. Убил на... О, первое место. И сразу скажу, за счет того, что игра создана на базе плюс-минус серьезного шутера Enlisted, стрельба и движение ощущаются приятно. А поэтому попадание и убийство неприятеля Сдох, сука! не менее приятно будоражит сознание. В общем и целом, свою долю удовольствия от игрушки мы получили. Да, на базу! Мы непобедимы. С онлайном в Стиме в 200 человек каточки находятся довольно быстро. А в моменте я даже думал, что это самый фановый батл рояль из тех, что мы поиграли. Сосать. Изи. На базу. Но... Короче, оценка нынешней игре 2 балла из 5. А вот режиму Кузин Рояль решительная троечка. Пару разков с кинтиками можно сыграть. На этом закончим и двинемся дальше. Следующей по списку у нас идет игра от разработчиков крутой версии Overwatch Paladins. И имя ей Realm Royale. Помню момент, когда она появилась в моем инфополе с ее необычным сеттингом и механикой ковки ружбаечек. Я тогда, честно сказать, не поиграл в нее, но пару видосиков увидел. Показалось, что довольно неплохо, но качать не стал. И в итоге спустя 6 лет она меня настигла. И пора бы сделать выводы. Онлайн в игре на сегодняшний день держится примерно на 300. А это значит, что сессии должны находиться. Уже на этом спасибо. Перед тем, как играть, одному представителю нашего дружного коллектива казалось, что это будет самая пососная игра из всех сегодняшних. Но, если вы обратили внимание на тенденцию поставленных мною оценок, можно сделать определенный вывод. Начнем с первого неизгладимого впечатления при запуске, с разрешением, как на кнопочном телефоне. Этот момент сразу заставил полагать, что игра будет многообещающей. Собрав отряд из 3 болванов, мы приготовились ждать матча несколько минут. Но на удивление, спустя уже 30 секунд мы отправились в замес. К счастью, моя любимая программа для записи от небогатой студии NVIDIA Shadowplay решила записать первые 6 минут в виде статичного кадра. Поэтому начнется мое повествование с момента, когда мы выковали себе улучшенную броню и оружие. Об этой механике я скажу немного позже, а пока посмотрите на совершенно удивительную механику призыва маунта. Эта темочка существенно ускоряет ход игры, без необходимости 100 тысяч лет пешком добираться от точки А до точки Б. Сразу после этого начался у нас конфликт, где мы умело нейтрализовали Акулыча, который превратился в Акулыча-цыпленоча. КПшку кидаю. На горе. Сбил броню, сбил. Добивайте, добивайте. Ребят, все самому, все самому. А вот чикен-брикен. Все. В общем, сыграв первую же катку, мы одержали сходу с лету победу, что оставило крайне приятное послевкусие и желание продолжать играть в игру. Основной механикой является возможность ковать оружие, броню и способности. Поначалу я думал, что это будет страшная душнина, в которой нужно будет долго разбираться. Но на деле словами не передать, как все просто. Но я попробую. По всей карте в определенных местах расположены кузницы, где можно выковать себе что-то из списка выше.
Ковка производится из осколков, которые можно получить, разбирая ненужные вещи. Вот и все. Это если вкратце. Если не вкратце, то вещи можно еще и улучшать. А также через наковальню можно воскрешать убитых союзников. О, я чикен-брикен лечу. Налетались. Насосались. Вот верите, нет, но мне правда понравился такой геймплей. Ощущается, что качество брони и оружия зависит только от тебя, а не от случая. А поэтому все вроде бы как честно. Теперь насчет нокаутов. Уронив противника или упав самому, персонаж превращается в Чикена Брикена Шмикена, который кудахчет при передвижении. Резнуться он может только сам, если останется живым за эти 20 секунд. Поэтому нужно что есть мочи дохуяривать выбитого из колеи противника, иначе он может встать и надавать по лику. Так сзади, чё вы? В игре есть вот такое количество классов, и у каждого из них есть свои способности, которые вполне разумно контрят друг друга. Но самое главное, что некоторое оружие подвязано к классам. Но не поверите, ущемленным я себя ни разу не почувствовал. Хоть я и играл лишь этим мужичком, я ощутил разнообразие ружбаечек и скиллов, которые на него есть. На самом деле, мне и впрямь больше нечего добавить. Игра реально очень хорошо играется и ощущается. Игровые сессии не очень затяжные, людей всегда набирается много, и у меня даже не было ощущения, что онлайн в игре мертв. Такое чувство, словно мы просто играем, просто игру в Steam. До такой степени все просто, что я даже забыл, о чем ролик. Мое исследование мертвых батл-роялей превратилось в играние в батл-рояль. Ты гений, да ты? И поставил бы я оценку 5 из 5 данной бродилочки, если бы мы не поиграли в следующий экспонат Игропрома. Заключительная оценка 4. Пускай даже 4,2 из 5. Понравилось. Но и, к сожалению, заключительная на сегодня игра по причине остальные нормально не работают. Абсолютный победитель среди всех батл-роялей, даже тех, которые не попали в ролик. Буквальный шедевр, который по непонятной мне причине имеет онлайн всего лишь примерно в 300 человек. Totally Accurate Battlegrounds. Yeah! Можете прямо сейчас ставить игру на загрузку в Steam, сразу после того, как поставите лайк под этим видео. Потому что она бесплатная, и это, пожалуй, лучшее. Лапша в городе. Провели мы так много времени в игре, что теперь мне сложно собрать все воедино. Потому что, как оказалось, контента здесь миллиард и маленький миллиончик. А поэтому я полусумбурно расскажу обо всех достоинствах и, возможно, недостатках на фоне нашего геймплея. Нет. Да. Нет. Ложись. Сейчас, наверное, самое время признаться, что я вообще не являюсь любителем батл рояля. Но эта игра заходит за рамки жанра. И прямо, ну реально вот, задает планочку по фану и механикам. Понравился нам с басотиками табк настолько, что мы продолжили играть в него даже после того, как я записал материал для ролика. А мистер Новак вообще наиграл 50 плюс часов. Смотри, компьютерных дел мастер. Сделай вид, как будто киберспортсмен, поклацай. Все. Ну, очевидно, начну я с того, что персонажи это макарики, которые бултыхаются при передвижении. Для самого передвижения им не особо-то и нужно прикасаться ногами к полу. Все это макаронное бултыхание накладывается и на первое лицо. А поэтому прицельный огонь, да и в целом вообще все завязано на физике. Безусловно, это особенность игры. Но иногда, крайне редко, из-за этого случаются неприятные баги с застреванием в текстурах, ну и там по мелочи. Следующее, чему я невероятно респектую, это то, как сделана опасная зона. В 99% всех батл-роялей это условная стена надвигающегося чего-то. Здесь же буквально стена, а вернее колонны, которые падают сверху и постепенно задвигаются. Но при этом, находясь за пределами следующей зоны, ты не будешь получать урон. Весь мир, что за пределами круга, просто станет черно-белым. Игрок может жить в нем до тех пор, пока круг не закроется. Давай, сука. Приключилась у меня даже с этим история. В игре на карте есть две прыжковые платформы. И вот с помощью бага при повторном падении на платформу можно подлететь намного выше и быстрее. А поэтому при неудачной попытке повторно упасть на нее, я остался в заперти. И выбраться у меня уже никак не получилось. Все, мне капец. Я сейчас попробую кинуть под собой вот это здание. Сейчас я знаешь, как попробую? Сейчас она будет уменьшаться. Я запрыгнул, и мне это нихуя не дало. Ну, главное, иди к... Все, ты мертвый. Справа, ну, вот тут справа двое. На этих двоих, короче, эффект Давай. Один вообще лоу хп. Убит Найс, один. нокнул. Подпушим, сука. Ой, один остался. Там был чуть слева, Давай. там. Давай, сучий пес, блядь. Лоу хпшный. Как он живой, блядь, до сих пор?
Давай, давай, ну прошу тебя. Хуеву! Половина хп, половина хп. Давай, давай, давай. Он хилится. Половина хп у него. Меньше половины. Давай, Новак, давай, последний удар. На нож! На базу! Это было вообще хорошо. Победа. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 киллов. 7 киллов. Раз, два, три, 4, 5, 5 кило. И так как ролик, на мое удивление, получается уже очень длинным, а представители самого удобного кресла просят меня побыстрее выложить видео, я вынужден подойти к заключению. Так бы я еще очень много чего сказал, потому что контента и впрямь много. Как, например, нимбы, обвесы, оружие, система возрождения, кастомизация. Но имеем, что имеем. Игра безусловный блокбастер, так еще и бесплатный. Оценка 5 с плюсом из 5. 5 за игру, плюс за вот эту хитяру из Battle Pass. Кресло хорошее. The Black Bruce Lee.